Итак, всем привет! С вами Марк, и это мое видео про Huawei P50 Pro. Очень замечательный и противоречивый смартфон. Начну свой рассказ я с того, что до этого Huawei я не владел и не имел понятия, что это за смартфоны и с чем их едят. Максимум, что я знал, это то, что можно было прочитать в комментариях, где диванные аналитики сражаются под новостями про Huawei и прочие китайские смартфоны. Чтобы было с чем этот Huawei сравнивать, я даже достал вот такой вот Magic 3 Pro Plus. Тоже очень интересный смартфон, полагаясь на то, что Huawei и Honor разошлись. Я думал, что они будут достаточно разными, и это будет интересное сравнение. Как выяснилось, эти два смартфона просто как два брата, как два близнеца, как две капли воды, очень похожи друг на друга абсолютно во всем. Разница между ними в таких маленьких мелочах, что мне стало интересно действительно их сравнить между собой тоже. Но это будет другой выпуск. В этом выпуске больше про Huawei P50 Pro. Так вот, я не хотел его сравнивать напрямую только с Xperia, потому что думал, что во многих дисциплинах это может быть игрой в одни ворота. Но давайте обо всем по порядку и начнем с дизайна. У меня вот такой вот красивенький перламутровый цвет. Но, несмотря на то, что он очень приятный и нежный сзади, спереди это просто черный прямоугольник со скругленными краями на корпусе. И причем не только на корпусе, скругленные края также и экрана. У меня, как и у любителя Sonic, это вызывает до сих пор некоторое внутреннее напряжение и такое противоречие, отторжение. Скругление также есть и у краев экрана. Посмотрите. Водопады. Бррр. Также есть дактилоскоп в самом экране, в нижней четверти экрана. В середине нижней четверти. Он находится примерно вот здесь и работает безупречно. Когда я добавлял палец, когда я регистрировал дактилоскоп, он примерно раз 20, а то и все 25 попросил меня приложить палец. Срабатывает реально безупречно, и даже он попросил меня приложить палец боком. Это действительно здорово. Здесь находится Face ID. Она работает уже не так, как раньше. Раньше была 3D Face ID. Это просто камера теперь. То есть ничего особенного. Может быть, даже получится обмануть фоткой при должном усердии. С этим огромным блоком камер торги у меня были на самом деле достаточно короткими. Ну, выпирает. Окей. Ну, смотрится как-то странно. Окей. В целом, дизайн, в принципе, нормальный, приятный вид. И как-то стерпелось, слюбилось. Тем более, что посмотреть здесь на самом деле есть на что. Дизайн все-таки сильный, что ни говори. Даже машины уже китайские достаточно неплохо начинают смотреться, а смартфоны, ну и подавно. Я не говорю, что это объективно классный дизайн, нет. Я хочу сказать, что поработали дизайнеры на славу. Нравится вам или нет, это уже второстепенно. Но то, что язык дизайна сильный, не отнять. Лично мое сердечко все еще принадлежит Xperia XZ Premium. Даже несмотря на то, что уже больше 3 месяцев, мне в качестве основного аппарата приходится использовать XZ2 Premium. Это топовая версия 12512, но китайская, ограниченная только 4G на Kirin. Все технические характеристики я вам перечислять не буду, все равно вы их наверняка лучше меня знаете, да и все это не так важно. Однако, что я заметил как владелец Соньки, здесь наверху слишком много дырочек. Я присмотрелся, и оказывается, здесь 2 микрофона наверху. Мало того, что их 2, их слуховые каналы немножко наклонены под углом к корпусу, они не перпендикулярны. Это интересное инженерное решение, но, на мой взгляд, качеству звука во время видеозаписи оно никак не помогло. Еще из приятных бонусов. Здесь есть инфракрасный порт. Очень здорово, что еще какие-то производители добавляют фишки в свои смартфоны вместо того, чтобы их оттуда выбрасывать. Но даже несмотря на то, что их порт это круто, у меня в 2008 году был Treo 650 Palm. И еще была у меня Сонька Clia TH55. Очень классные смартфоны. Загуглите. На них был их порт. И максимум, для чего я его использовал, это чтобы в кафешках переключать телевизор, когда там играла какая-нибудь музыка, которая мне не нравилась, или чтобы убавлять громкость. В принципе, здорово, что в 2021 году при помощи Huawei можно делать то же самое, но я не знаю, насколько на самом деле это важная фишка. Говоря о начинке и Harmony OS. Знаете,
2012 года каждый попавший ко мне в руки смартфон я рутовал, перепрошивал, я перепробовал абсолютно все присутствующие на рынке прошивки. Наверное, все слышали про Pixel Experience, Lineage OS и еще парочку каких-то современных. А слышали вы про таких мастодонтов, как CyanogenMod, OmniROM? Просто меня уже ничем не удивить. И поэтому еще до личного знакомства с Harmony OS все заявления о том, что это новая операционная система, я просто очень критически воспринимал. И теперь, познакомившись с этим лично, я еще раз убедился, никакая это не новая операционка, это просто форк, ветвление от AOSP. Причем даже не от последнего, это форк десятки. Вы можете зайти, установить какой-нибудь диагностический софт, и он вам все покажет, как есть, все по полочкам. Но может там 5, может 10% своего собственного кода. Хорошо, может быть там даже частично, ну или, не знаю, наполовину свое собственное ядро. Но в целом это тот же самый Android. Да, есть черная тема и прочие классные фишки, но это 10-й Android. Но я все это говорю не за тем, чтобы как-то унизить Huawei или принизить. Нет, наоборот, здесь все максимально плавно работает из коробки. Из коробки включены по умолчанию динамическая частота 120 Гц, то есть оно может уменьшаться в зависимости от нагрузки. Динамическое разрешение будет тоже уменьшаться, чтобы экономить батарейку. Это все здорово. Есть двойной тап для пробуждения экрана, есть черная тема, есть жесты и прочие, все фишки, все по умолчанию включено и есть. Это все здорово, вызывает максимально позитивное ощущение от использования телефона. Все по-флагмански. Но с самых первых секунд использования телефона меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видел. Не ковыряйся, просто пользуйся. Как в Apple. Максимально попытались они передать ощущение от использования смартфонов Apple, упростив и выкинув все ненужное. А если положить рядом Huawei на Harmony и Honor на Android, то все сразу становится на свои места. Даже можно развернуть вопрос в обратную сторону. Это вы попробуйте доказать, что Harmony — это новая, отдельная, уникальная операционная система. Например, приложение камеры. Почему оно выглядит один в один одинаково? Приложение настроек, те же самые пункты в тех же самых местах. В общем, пока что разделение Huawei и Honor в реальности я вижу только на бумаге. Экран на моем экземпляре Huawei достаточно заметно теплит в сравнении с другими телефонами, с тем же Honor или с моими Соньками. И это моя единственная к нему претензия. Во всем остальном флагманский экран. Действительно очень приятный экран, на который можно смотреть без слез. Разрешение тоже флагманское, а не ущербное для OLED 1080p. Если вы не знаете, почему 1080p на OLED это плохо, почитайте, что такое Pentile. Это реально бич современных флагманов. Все пишут разрешение 2К, на самом деле там никакого 2К нет, потому что считаются эти 2К не по 3 субпикселям Red, Green, Blue, а по 2 Red, Green или Blue, Green. Таким образом, когда у нас считается во всем мире по триплетам, в OLED-экранах считается по дуплетам разрешения. Это не так. Это на самом деле неправильно, поэтому не верьте маркетологам, считайте пиксели в своих экранах сами. Звук на Huawei мне показался вполне хорошим. Громкий, четкий, басы немножко даже четче и упруже, чем на Sony. Но вот середина завалена и верха немножко кашистые. Поэтому в сравнении с Сонькой немножко не так хорошо звучит вокал в музыке. Если вы будете смотреть фильмы, кино, голос на Sony звучит лучше. Еще на Sony лучше стереопанорама. Но в целом звук очень хороший из динамиков, я бы не жаловался. Мне понравилось. Один из трендов мобильной фотографии — это макросъемка. Даже я слышал, что какой-то из производителей смартфонов установил в свой последний флагман микроскопический объектив. Конечно, смысл микроскопического объектива в смартфоне лично для меня сокрыт, но давайте посмотрим на практике, насколько можно будет близко поднести P50 Pro к объекту вашей съемки, потому что я слышал, что здесь есть тоже какая-то классная технология, которая позволяет вам очень близко подносить телефон к объекту съемки. Итак, у меня здесь есть наушники, вот так выглядит мой стенд. Посмотрим, вот все по умолчанию, 1x. Я подношу телефон. И вот произошло переключение.
Я отношу телефон. Опять переключилась. Я не уверен, сможете ли вы увидеть на камеру, но давайте посмотрим. Видели скачок? Я уверен, что в этом замешан ширик. Давайте поднесем и попробуем сфоткать. Это очень близко. Это просто восхитительно. Давайте посмотрим вот так. Это реально очень близко. Я с такого близкого расстояния никогда еще не фоткал макро. Он уже практически отказывается в предел. Какое расстояние? Это примерно 3 сантиметра. Ребята, с 3 сантиметров может снять фото. Конечно, жучков каких-нибудь с 3 сантиметров вы наверняка не пофоткаете. Давайте посмотрим телевик. Телевик, в принципе, позволяет получить то же самое. Ага, еще ближе. Еще крупнее. Нет, вот уже здесь не позволяет фокусироваться. Телевик у нас остается где-то примерно на 10 сантиметрах. Где-то 10 сантиметров на телевике. И вы сможете получить чуть-чуть даже еще более крупную картинку. Как я и говорил, да, в принципе, можно использовать ширик и поднести очень близко. А можно просто включить телевик и приблизить это без необходимости тыкать объективом в объект. Объективом в объект, да, какая-то тавтология в российском языке, в русском. Давайте посмотрим, насколько Honor может соревноваться с Huawei в данной дисциплине. Так, открываем камеру, подносим. Ничего не переключается само по себе. Давайте руками на ширик. Мы не пальцем деланы. В принципе, я думаю, это те же самые 3 сантиметра. Да, это те же самые 3 сантиметра на ширик, и мы получаем очень похожую картинку по перспективе, по детализации. Нет, мне кажется, на Huawei немножко детальнее, тут слегка размыто. Там какая-то коррекция перспективы включается сразу, и это очень здорово. Здесь ничего нажимать не надо на Huawei. На Honor нужно нажимать и руками переключаться. Давайте телевик посмотрим. Может ли телевик исправить ситуацию? Что-то не то. Почему мы не фокусируемся, ребята? Где фокус? Телевик не дает нам возможности сфокусироваться на таком близком объекте. И это фиаско, братан. Братан, это фиаско. А вот чтобы высказаться по камере и всех фото-видео возможностях этого смартфона, я решил сделать отдельный выпуск, потому что меня настолько сильно бомбит от дисбаланса. При всех его выдающихся фотовозможностях он снимает просто отвратительное видео из коробки. Как с этим бороться и что делать, я расскажу вам в следующем видео. И вот настало время подводить итоги, делать какие-то выводы, и мне тяжело. Во-первых, тяжело в слова облечь тот опыт, который я получил, пользуясь этим телефоном. В нем очень много классных фишек, классных юзабилити фишек. Например, я даже не знал, что такие фишки могут существовать. Смотрите, фронтальная камера. Она не только для того, чтобы фоткать лицо. Оказывается, телефон может проверять при наличии фронтальной камеры положение лица и его ориентацию, чтобы когда вы ложитесь, допустим, в постель с телефоном, чтобы он видел, что ваше лицо все еще расположено так же и не поворачивал картинку на бок. Это иногда напрягает, и в большинстве телефонов необходимо руками заблокировать вертикальное положение экрана. А Huawei так не надо. Он сам может проверять, как ваше лицо перед экраном расположено. Это здорово. И таких маленьких юзабилити фишек в телефоне, много. Их достаточно много. Поэтому из этого складывается ощущение. Вы пользуетесь телефоном, и он оказывается удобным. Я нашел для себя, что оказывается, да, в Huawei есть классные фишки, за которые его можно полюбить. Но опять же, этот телефон не только для фанатов Huawei. Кто они есть, фанаты Huawei? Кто они такие? Естественно, те, кто любят фоткать. Много фоткать. И этих людей
поджидает самый неприятный сюрприз. Медлительность. Что это за приколы? То есть фоткаешь какой-нибудь пейзаж, нажимаешь на кнопку, все, ты нажал и получил картинку мгновенно. Но если в кадре появляется объект, телефон превращается в задумчивое, унылое нечто. Ты нажимаешь на клавишу затвора и ждешь полсекунды, потому что он, понимаете ли, потратил ресурсы на фокусировку. Это уму непостижимо. 2021 год, нажимаешь на кнопку затвора, ждешь полсекунды, чтобы у тебя снимок с матрицы прочитался и записался в память. На пикселях Zero Shutter Lag, на айфонах Zero Shutter Lag, даже на Sony, которые, в принципе, я бы не сказал, что они чем-то выдаются, но мне понравилось больше. Ты, то есть, видоискателем машешь, и он мгновенно, ты нажимаешь на клавишу затвора, он мгновенно фоткает. Да, фокус на Sony промазывает, несмотря на все маркетинговые их вот эти вот супер самый быстрый автофокус в классе, да. Но он все-таки на видео рыщет. Вы сами это видели, я не буду скрывать. На Huawei фокус цепче, чем на Sony. Но как только вы нажимаете на затвор, вы упустите кадр, если у вас дети или вы людей, животных фоткаете. Это тоже действительно меня расстроило. То есть определенные вещи на Huawei будут выходить лучше. Определенные вещи на Huawei сфоткать будет гораздо труднее. Еще мне не понравилось, почему вот это вот под большим пальцем расположено в интерфейсе камеры не переключение между модулями камер, а украшайзер. Зачем он там? Почему я должен второй рукой лезть, чтобы переключить модули камер? Это тоже неудобно, это тоже непонятно зачем. То есть, да, с одной стороны, много классных фишек, которые делают использование телефона удобным и приятным, а с другой стороны, вот такие ложки дегтя в бочке меда. Но это даже не самое главное. Самое главное, что мне в телефоне не понравилось, это его производительность. Где это видно? Даже Sony так не тротлит. Хотя все в Sony кидают камни, потому что она показывает сообщение. Ой, какой ужас, сообщение, у нас все, кошмар, перегрелось. Ни хрена там не происходит, там даже автофокус продолжает по лицам работать после того, как он сообщение выдал. На Huawei скинулось у меня разрешение с 4К на 1080p после 4 минут записи на фронтальную камеру видео. Это вообще тоже. И вот таких вот косяков, включая самый главный для большинства людей, которые пользуются Android смартфонами. У меня так и не удалось завести на нем Google сервисы. Не удалось и, скорее всего, не получится. Если вы будете пытаться следовать инструкциям в интернете, там есть такой шаг. Вы должны удалить micro-G, и у вас после этого должен остаться аккаунт в телефоне. Он не остается. И, кстати, такая же самая хрень с вот этим вот Honor. И вот складывается впечатление, что телефон неполноценный, потому что в нем есть какие-то вот такие недоработки, мелкие, но очень неприятные. А может быть даже и не мелкие. Ну давайте начнем с минусов, чтобы закончить на приятной ноте. Перегрев. Ну как это возможно, чтобы телефон скидывал с 4К на 1080p? Это просто жесть какая-то. В тротлинг-тесте 30% у него максимальной мощности уже через несколько минут. Это просто жесть какая-то. Он перегревается хуже, чем Sony. Отвратительно. Отвратительнейшее видео. Я просто в шоке. Я не знал, что флагманы могут снимать настолько плохое видео. Я даже не знаю, это жесть. Конечно, оно во многом обусловлено размером сенсора, его медлительностью. Rolling Shutter тоже просто омерзительный. И нет Google сервисов. И ничего с этим не поделаешь. Скорее всего, их там никогда и не будет. Все инструкции, которые я пробовал, обусловлены тем, что можно откатить назад. На P50 вы ничего назад не откатите. Он вышел на последних версии, которую назад не откатить. И вот с этими косяками многим людям придется жить. У меня куча приложений купленных, у меня куча всяких там, я не знаю, паролей, все можно перенести, но без Гугла жизни для многих людей нет. Это правда. Даже некоторые люди на iPhone никогда не перейдут. Не то чтобы на Huawei без отсутствия Google сервисов, на iPhone не перейдут, потому что у них куча жизни в Гугле, и оттуда ее переносить просто слишком трудоемко. Еще из недостатков: в камере нет 50-мегапиксельного режима на всех модулях. Это тоже мне непонятно, почему так, почему есть RAW на всех модулях, а 50 мегапикселей нет. Ну и из позитивного, конечно же, отличный экран. Действительно флагманский. Слегка желтит, но я думаю, это может быть только на моем экземпляре. Быстрый накопитель, очень быстрый накопитель, быстрая работа с памятью, это здорово. Хорошие камеры, отличный супер макро режим, вы сможете поднести их телефон
на 3 сантиметра к объекту съемки. Это действительно здорово. Хороший звук, он стерео, он не такой крутой, как в Sony или в iPhone, но он все равно очень хорош и бас приятный. В телефоне просто замечательный дизайн, его приятно держать в руках. Он красивый, на мой взгляд. Из еще приятных фишек эти самые вот программные улучшайзеры, которые делают ваше использование более приятным. И, пожалуй, вы делаете для себя вывод, нужен ли вам этот телефон, потому что мне сложно за вас решить. Я даже не буду говорить фанатам, не фанатам. Вот такой вот он противоречивый, вот как есть, так есть. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.